Это Маленькие города только на старость. Я хочу выделить несколько районов, в которых я был, и что такое состояние. Но контингент, который там есть, по ощущениям, я попал в Запорожье. В обычных коворкингах вы можете пересекаться с собственниками крупнейших компаний. Встречаются, они где-то пересекаются. Будто в маленьких городах я лично быстрее, чем сам город. За возможность встречать хороших людей я заплатил. Итак, друзья, я прожил 6 месяцев в Варшаве, уже 7-й месяц. Пришло время опять подвести промежуточные итоги. Это видео решили снять на улице. Мы сейчас находимся на Бровары Варшавские, Воля, Варшава, Польша. Добрый вечер. И специально здесь, чтобы вы посмотрели, как здесь ходят люди, как это все происходит, и я отвечу на все вопросы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, во-первых, насколько больше увеличились мои расходы в Варшаве. Я расскажу, что же такое состояние, потому что в прошлом видео об этом спрашивали. И я расскажу, в каком районе лучше жить, потому что я пожил в центре, на Воле, но я также был, в принципе, во всех районах Варшавы. Если кто не видел предыдущее видео, когда я только переехал в Варшаву, буквально 2-4 недели я здесь пожил, вот здесь вверху будет подсказочка, я записал видос. Посмотрите предыдущее видео и давайте посмотрим сегодняшнее. Итак, тезис номер 1. Если вы хотите ускориться в жизни, то вам нужно ехать в Варшаву. Вон даже ускоритель один, да, поехал как раз. Почему? Потому что вот замечали, люди говорят, что в разных городах разный ритм жизни, да, в каком-то городе все такие типа расслабленные, а в каком-то городе все напряженные, быстрые, куда-то спешат. Частично так происходит, потому что ритм жизни диктует те люди, которые вас окружают, и даже те светофоры, через которые вы ходите. Например, почему в Варшаве часто люди куда-то спешат, почему в Варшаве люди очень быстро переходят светофоры, я вот сегодня обратил на это внимание. Потому что, во-первых, светофоры большие, перекрестки большие, светофоров много, то есть тебе реально надо 3 штуки их пробежать успеть. Во-вторых, цена ошибки, да, если ты не успел на светофор, перед этим был там твой трамвай, который вез тебя на важную встречу, то ты не успел на эту встречу не на просто 10 минут, а все это растягивается на 20 минут опоздания на встречу, что очень больно. Поэтому Варшава – это город, где вам придется бежать, потому что все бегут, потому что вам везде нужно будет успевать. И это вот мой вывод номер 1 за эти 6 месяцев жизни. Хорошо ли это или плохо, когда люди спешат? Ну, еще раз, да, если вы хотите ускориться, то приезжая сюда, в этот город, вы будете ускоряться вместе со всеми. Хорошо или плохо решает каждый. Я сюда из Кракова переезжал, где, я напомню, жил 9 лет, да, именно за этим ускорением, поэтому пока меня это устраивает. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Почему вы выбрали Варшаву? Что вам здесь нравится? Тут просто такой активный очень ритм, из-за этого, скорее всего, потому что в маленьких городах ты как-то больше, как будто в маленьких городах я лично быстрее, чем сам город. А здесь ритм Варшавы, он быстрее, чем я, и это как бы стимулирует больше развиваться. Двигаться, Да, меня вообще Катя зовут. Добрый вечер. Итак, следующий тезис – это цены на обслуживание. На обслуживание всего они дороже. На обслуживание себя, своих зубов, своего здоровья, на обслуживание вашей машины. Это все стоит дороже. Но и это же дает вам понимание, что вы такие же услуги в рынке можете продавать дороже. Ну, реально там вырвать зубы, мудрости, пойти куда-то в ресторан, просто все будет дороже на 30%, мне так показалось, от Кракова. Просто имейте в виду. Мы дальше поговорим, что с этим делать, но имейте в виду. Интересное наблюдение по поводу еды и ланчей в ресторанах.
А вот здесь как раз-таки немножко дешевле, чем в маленьких городах. За счет чего? За счет того, что большой поток людей, и ресторан может снизить цену, снизить средний чек и обработать просто большее количество людей. Например, мы сегодня поели там в таком типа бар млечный, да, мы поели борщ, суп, котлета, пюре, салат, компот за 25 злотых. Наверное, в Кракове тоже это можно найти или в маленьком городе, но таких мест здесь очень много. Есть там такая локация, называется Meat and Eats, где ты можешь набирать себе еду на граммы, и там тоже достаточно плотно можно покушать за 40 злотых. Мне показалось, что за счет потока это здесь в Варшаве дешевле. Отношения с людьми, их нужно создавать, и в это нужно инвестировать. Варшава большой город, поэтому если ты не будешь инвестировать в отношения, отношений не будет создаваться. Как люди инвестируют в эти отношения, они встречаются, они где-то пересекаются, они ходят на какие-то ивенты, где еще раз с кем-то пересекаются, кого уже знают, они задают вопросы, они занимают проактивную позицию, это я себя сейчас в том числе описал, они какую-то занимают позицию, где искренне интересуются тем, что важно человеку. Помнят, когда у него день рождения, спрашивают, как у него дела. Не знаю, опять же, хорошо или плохо, но в Кракове, наверное, с этим было проще. Маленький город, все там друг друга знают. Но вот здесь создалось ощущение, что прям над отношениями с людьми нужно работать. Там, приглашать их на какие-то ивенты, либо самому приходить. Меня зовут Саша, добрый вечер всем. Варшава – это все-таки про людей. Вся ставка была на людей, и эта ставка сработала. Варшава – это город, где реально можно встретить людей любого уровня, с любым уровнем, с любым бэкграундом, на любые темы пообщаться. Это люди, которые в основном добились хороших каких-то твердых результатов. Они в основном съезжаются все в столице. И Варшава в этом плане, она имеет очень мощную консистенцию именно этих людей, именно этих личностей, с которыми приятно проводить время, развиваться вместе. Это локация, в которой вы сможете в офисах работать с собственниками. В обычных коворкингах вы можете пересекаться с собственниками крупнейших компаний украинских, белорусских, европейских, американских. И просто говорить: «Йоу, хай, как дела?» Они говорят: «All good», пью кофе, и сейчас выхожу на митинг, ты потом идешь, смотришь, а у него на митинге там 40 человек сидит, и он такой в шортах и в майке, рядом, и он такой типа: это отмена, это окей. И этот вайб, он 100% заряжает, и эти люди, мы, в принципе, из числа именно тех людей, и классно, что здесь тоже есть эти люди, и нам весело вместе. Ну и плюс, это город точно для амбициозных. Я думаю, что люди, которые приехали сюда за какими-то хорошими амбициями, с целями, с планами, этот город, он точно помогает, как будто бы подталкивая тебя к этим результатам. Поэтому я думаю, что Варшава — это точно про люди и точно про комьюнити, качественное комьюнити. Цены на жилье. Мне показалось, и моя аналитика, и то, что мои там друзья, которые вот сейчас там приезжают, цены на жилье упали, то есть цены на жилье стали, все-таки чуточку меньше. Это связано с тем, что много наших украинцев реально едут дальше в Испанию. Это связано там и с политикой, со всем остальным. И это связано с тем, что сейчас летний сезон, а это значит, что студенты уехали, и это значит, что в целом цены падают. Я думаю, что в этом году средний чек упадет в Варшаве на процентов 15, максимум 20, но он упадет, и это классная новость. Если вы рассматривали для себя Варшаву, то, пожалуйста, добро пожаловать. Следующее наблюдение за 6 месяцев жизни в Варшаве – это то, что здесь много вариантов, как вам личностно, духовно, психологически и в бизнесе развиваться. Мы сейчас находимся на Броварах, такой район, и здесь есть конференц-сервис, такое место, локация, где проводится много ивентов. И, знаете, так было смешно наблюдать, я еще здесь живу, рядом, смешно наблюдать, потому что экзамен польского я сдаю в этом конференц-сервисе. Ивент, на котором я выступаю как спикер, в этой же локации. Ивент, на который я прихожу послушать, в этой же локации. Мы были там на тренинге, посвященному саморазвитию у Аллы Клименко.
и он находится в этой же локации. И это все в одном месте, очень сконцентрировано, и в любой день ты можешь найти что-то, что может тебя там как-то развивать. Короче, ну типа скучно тут не будет, да? В отличие, опять же, от маленьких городов, где, ну прям иногда приходилось думать, куда пойти и кто в этот там Краков, Вроцлав вообще будет ехать. Вот сейчас, и опять же, это связано и с концертами, да, ну все-таки основные концерты больших звезд, типа там Тимберлейков, Бейонсе, я не знаю, там, кого вы слушаете, оно все стремится всегда в столице всех стран. Дальше. Работы и бизнесов сотни вариантов. Да? Много работы. Есть ощущение, что в Варшаве вы никогда не останетесь без заработка. Вопрос в том, что возможно будут сложности в том, чтобы начать зарабатывать x5, x10 больше от того, что вы зарабатываете сейчас. Но в этом есть проблема в любом городе, потому что нужно менять мышление, да, в первую очередь. Мышление, подходы, паттерны. Но без денег вы точно здесь не останетесь. Uber, доставки, такси, стройка, да, это если говорить там за работу. Любой обслуживающий персонал. Если говорить за бизнес, то как-то вот здесь за счет огромного количества потока, да, людей проще стартовать бизнес, связанный там с сдачей чего-то в аренду, сдача в аренду машин, сдача в аренду какого-то оборудования, какие-то мелкие сервисные услуги, клининги и все остальное. То есть как будто вы можете в этот большой пирог приткнуться, присосаться, как рыба прилипала, и типа все будет работать, да, будет какой-то доход и будет вам счастье. Интересное наблюдение – это то, как отличаются районы в Варшаве. Я хочу выделить несколько районов, в которых я был, и где ну, точно кардинально отличается инфраструктура и, как сейчас модно говорить, вайб, да, который там есть. Начнем с Броваров. Бровары – это вообще с района Воля. Да? Воля – это район, который смешан очень сильно с новостройками, с такими вот высокими зданиями. Это такой современный деловой центр Варшавы, где все тусуются, проводят бизнес-встречи и налаживают контакты. Все ивенты, конференции, все происходит здесь. Самая дорогая недвижимость здесь, но самые лучшие возможности тоже здесь. Ну, такая краткая характеристика. Сейчас, наверное, в этом районе, там на уровне, на улице Колыева, вот здесь на Броварах, средний чек на квартиру однокомнатную, плюс-минус адекватную, 4,5 там, до 5000 злотых. Это вот средний чек. И следующий район – это Макотов плюс Вилянов. Если смотреть на карту Варшавы, то вот здесь Палац культуры, и вот туда вниз два этих района. Там Макотов, Вилянов. И это классные спальные районы. Мы туда ездим на тренировки заниматься кроссфитом. Заезжая туда, ты как будто заезжаешь в другую Варшаву. Все низко, постройки максимум на 5 этажей. Как будто ты попал, я не знаю, в какую-то Германию или еще куда-то, то есть просто отдельный мир, отдельная инфраструктура, соответственно, и средний чек на жилье тоже меньше. Но есть нюанс. Нюанс такой, что нужно добираться сюда до центра. Мы ехали на машине 30 минут. Если ты словил пробку, то, ну, типа, знак неизвестности, 40-50 час, да, ну, а если на общественном транспорте, то тоже закладывайте, там, ты можешь ехать с учетом ожидания и всего остального 40-50 минут вот сюда до центра. Там есть отдельные свои движухи. Многие люди вообще сюда в центр не ездят. Вообще, я заметил, в Варшаве люди делятся на два типа. Это те, кто любят волю, да, и те, кто ее ненавидят. Ну, типа, что вы там делаете, что вы тут вообще, что тут происходит, да. То есть вот реально люди делятся на два типа. Следующий район – это Прага-Поудня. Это вообще Прага – это все, что по ту сторону реки, не знаю, по правую или по левую, да, с какой там правильной стороны смотреть. Короче, это все, что по ту сторону реки. И мне кто-то говорил, когда я жилье искал, что на Праге есть классное жилье, там комфортно. Но я не знаю, то есть я туда приехал, мне там было некомфортно. Средний чек еще ниже, чем на Макотов и на Вилянов, но контингент, который там есть, ну, типа, по ощущениям, я попал в Запорожье, да. И как бы средний чек на жилье соответствующий, да. Добираться туда, кстати, наверное, быстрее будет, чем с Вилянов и Макотов, но по комфорту и по безопасности я себя чувствовал так себе. Кстати, у меня в Инстаграме, ссылка на мой Инстаграм в описании, я делился теми своими впечатлениями о
Праге, да, поэтому подпишитесь на мой инстаграм и будете узнавать больше про Польшу, про Варшаву, про бизнес и про жизнь в этой стране. И последний район, вот если смотреть на центр, то вверх туда пойти, это Аркадия, Вестфилд Аркадия, я прям записал, да, это там торговый центр, вокруг которого есть и классные постройки, и чуть-чуть меньше цена, и близко до центра. И я реально, вот если бы я не жил на Воле, то я бы, скорее всего, жил бы там, потому что очень классный район в плане инфраструктуры, соотношение цены-качества, я бы сказал. Потому что Воля, то, где мы сейчас находимся, эта вся история, понятно, чуть-чуть перегрета, она будет дороже. Следующее, друзья мои, хорошие или плохие люди бывают везде, и лично я в своей жизни здесь, в Варшаве, встречал только хороших людей, но я беру на сноску то, что за возможность встречать хороших людей я заплатил. И я заплатил двумя способами. Первый способ – это физически снять жилье в правильном месте, да, где я встречаю классных, интересных людей. Кто-то из Украины там приехал и занимается тем бизнесом, и какой-то предприниматель, на которого я в Украине в жизни бы не вышел, да, я бы в жизни бы с ним не познакомился, потому что разная, там, скажем, весовая категория, но здесь, на Броварах, я могу его встретить. И я за эту штуку заплатил. Банально, тупо взял и деньгами заплатил. Да. Второе, я заплатил, чтобы не встречать плохих людей, я заплатил своим состоянием и своим изменением сознания, да. И это даже стоило дороже, чем снять здесь квартиру, потому что изменять свое состояние, менять свое мышление, свои убеждения, это дороже и больнее, чем просто взять и заплатить за более качественную локацию. Один из подписчиков в прошлом видео, вот здесь сейчас будет где-то комментарий, да, его, он попросил пояснить меня, да, что такое состояние. Вот мы постоянно там стали говорить, состояние, иметь правильное состояние. Так вот, ребят, состояние – это тот ваш способ и те эмоции, как вот вы себя чувствуете. Это тот способ, как вы мыслите. Это те эмоции, которые вы испытываете прямо сейчас, да. Это то ваше состояние в теле, которое у вас есть прямо сейчас. И если говорить за правильное состояние, то мы про это. Правильное состояние – это классное состояние в теле, много энергии, у тебя ничего не болит, да. Это классное психическое состояние, психическое эмоциональное, да, состояние. У тебя нет волнения, у тебя нет какой-то апатии, ты не нервный, ты не раздраженный, да. И третье, это, наверное, твоя какая-то духовная составляющая. Каждый в это разные вещи вкладывает. Кто-то духовностью называет общение с семьей, там, со своим родом, кто-то духовностью называет походы в церковь там, по воскресеньям. Но это вот некая такая третья духовная составляющая. Короче, ребят, возможно, кому-то это будет полезно, да, этот тезис, он не касается Польши, но напишите в комментариях, если вам было полезно. Итоги. Давайте подведем итоги. 6 месяцев я здесь прожил, расскажу, что как поменялось, увеличилось, уменьшилось и так далее. Во-первых, тратить, я обещал вам сказать, сколько я трачу. Тратить я стал здесь, в Варшаве, примерно в 2 раза больше, чем в Кракове. Ну, то есть, условно, если я в Кракове тратил 5000 злотых, то в Варшаве я стал тратить 10 тысяч злотых. Если вы там в своем городе, в каком-то маленьком, да, тратите 10 тысяч злотых, что я не знаю куда их можно тратить, то в Варшаве рассчитывайте, что это будет, скорее всего, 20. Итак, А где мой микрофон? Быстрый вопрос к этой девушке. Здравствуйте, у нас есть к вам вопрос. Нравится ли вам жить в Варшаве? Вы снимаете? Да. Очень. А что вам нравится в Варшаве? Почему вы выбрали Варшаву и что вам здесь нравится? Мне нравится, что это очень большой город, да. Столица. Все люди развиваются, куда-то спешат, да. Бегут. Раньше я это не любила, а сейчас я поняла, что это неотъемлемая часть молодых людей. А если бы сейчас вы жили в каком-то маленьком городе, то что бы вот вы ощущали, да, по сравнению с Варшавой? Типа какую-то грусть, было бы грустно, печально, вот, чтобы люди грустно, печально, разницу. И я чувствовала бы такой как-то, одним словом, застой. Застой, отстой, да, какой-то? Да, застой, отстой. Класс, спасибо. Это маленькие города только на старость, либо для семейных пар. А для молодежи, перспективных людей только столица. Да, класс. Вот сейчас в комментариях люди вот этот тезис по поводу маленькие для стариков. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Итак, тратить я стал в Варшаве в 2 раза больше от того, что тратил в Кракове, да, и, скорее всего, у вас будет так же. Можно дешевле, можно не в 2 раза больше, но
в любом случае тратить вы будете больше. Хорошо это или плохо? Это хорошо, потому что вы увеличиваете свой финансовый термостат, да, вы расширяете свой мозг, возможности, свой кошелек, и, скорее всего, вы и зарабатывать, друзья мои, будете больше. Потому что я ни разу не видел человека, который переехал в Нью-Йорк и стал тратить в Нью-Йорке, я не знаю, там, в 10 раз больше, а зарабатывать просто в 2 раза больше от того, что он зарабатывал в условном Киеве либо в Варшаве. То есть эти вещи все-таки взаимосвязаны, экономика, да, так работает. Но факт остается фактом, но есть нюанс. Я стал тратить в 2 раза больше, но эмоций, впечатлений, вот я сейчас прям перечитаю, да, вам, эмоций, впечатлений, возможностей, вдохновения я стал получать в 4 раза больше. То есть тратишь в 2 раза больше, а получаешь в 4 раза больше. Выгодно или нет, решает каждый. Второй тезис: в правильное время, в правильном месте. Иногда физически нужно выйти из дома, иногда физически нужно находиться на правильном каком-то мероприятии, чтобы что-то в твоей жизни началось меняться. И Варшава – это классный способ это сделать. И кто бы мне что ни говорил, что там неважно в каком городе ты находишься, там бизнес можно с любой точки планеты создать, можно онлайн-бизнес сделать, но все-таки большинство бизнесов делается на партнерствах, на каких-то взаимоотношениях. Вы находите либо клиента, либо партнера, либо инвестора, и вот Варшава очень классно позволяет это сделать. И третья лучшая инвестиция – это инвестиция в себя. Я это почувствовал на Варшаве, потому что, я, допустим, сейчас не могу себе позволить за кэш купить даже однокомнатную квартиру в Варшаве. Вот просто прийти и где-то на окраине купить квартиру за 150 тысяч евро. Да? Кредит я тоже не хочу брать. Если вам интересно, то могу рассказать почему. И куда инвестировать, да? Какой способ правильно сохранить, приумножить свои деньги, которые мы зарабатываем, и нам их как-то удается откладывать. Я понял, что лучшая инвестиция в себя, и это звучит, конечно, банально, но постараюсь объяснить. То состояние, да, вы уже знаете, что это, те возможности, которые приходят, когда ваш мозг меняется, когда ваше окружение тоже меняется, это возможность иксануться в течение года, там, просто x10, x100, да? То есть нигде ты не найдешь такой инвестиции, которая может дать такие иксы, как инвестиции в себя. Варшава позволила это раскрыть с такой другой стороны, в других красках. За эти полгода я инвестировал в себя больше, чем за, наверное, всю жизнь, поэтому знаю, о чем говорю. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм внизу под описанием. Если вам нужна помощь в старте и развитии вашего бизнеса, зарегистрировать компанию, ИП, вести бухгалтерию, помочь с оптимизацией налогов, с консультациями, внизу под видео вы найдете все ссылки и все контакты. Попадки!